Книга 15. Тао. Путь Вознесения. Природа ложных вознесений. В истории человечества имело место множество форм ложного вознесения. Ложное вознесение происходит, когда биологии не удается возноситься в генетических материалах, чтобы создавать четырехмерную форму, однако, несмотря на это, возносится тело света. Последствия выражаются тем, что форма воспламеняется от внутреннего расщепления в тот момент, когда тело света пытается вознестись в четырехмерную реальность. Увы, это не работает, и ядерная война, наряду со многими формами болезни, стали результатом, обусловленным рубцеванием формы, при попытках ложного вознесения. Подводя этому итог, Земля в целом лишает ложное вознесение законной силы и запрещает строительство тела света выше 3-8 сегментов того посвящения, которым форма овладела в биологическом вознесении. Совсем недавно шло разворачивание коллективного ложного вознесения, в котором принимало участие около 1 миллиона человек, примерно половина с запада и половина с востока. Эти попытки создали настолько ощутимое биение во всей Солнечной системе, что Солнечные Советы заблокировали дальнейшее вознесение людей этой природы. Увы, такие люди, скорее всего, не осознают, как идет их использование на физическом плане силами тьмы, и тот уровень электричества, что проходит сквозь их форму, когда тело света экспоненциально выстраивается в столь высокую вибрацию. Такой электрический поток только поджаривает нервную систему и клеточную структуру, приводя к болезни и ранней смерти. Некоторых это приводит к безумию или нервному срыву, если чрезмерное электричество разрушает венечную чакру. Известны многочисленные примеры тех, кто имел отношение к ложным вознесениям тела света, а также пришлось засвидетельствовать несколько случаев, в буквальном смысле, схождения с ума, от такого движения энергии. Они были рады, когда Солнечные Советы пошли на принятие мер и блокирование такого рода попыток, так как последние только несли вред физической форме. Немалый вред физической форме приносили взаимоотношения с красными и белыми ложными богами, и их последней попыткой сохранить господство над Землей, выдвинуть ее в цикл вымирания. Напомним, кто эти красные и белые ложные боги. 9 душ специально прибыли с красными отобранными людьми, выведенными в космическом корабле сириусянцев 75 тысяч лет назад. Земля считает данные души красными ложными богами. На Земле они – ложные боги, ибо никогда не являлись частью грезы Земли. Они – часть сириусянской грезы, которая была заякорена вокруг Земли, чтобы поддержать жизнь человека, дельфинов и китов. Именно эти ложные боги дошли до нас известными как Рамма, Яхвех, Иегова, Тот, Сананда, Вишну, Солярис, Шива, Будда и Леди Будда, также известная под именем Гуанинь. Эти нефизические существа появились на Земле через посредство сириусианских ученых, которые вывели человеческую ДНК в лаборатории космического корабля. Каждый из таковых прослежен к началу своего происхождения, в качестве сознания уровня тела, которое раздувало себя в процессе ложных вознесений в творении, что является уже потухшим, и известно как Альберион. Следующие персоналии, называемые некоторыми людьми вознесенными мастерами, в кавычках, являются белыми ложными богами, прибывшими на Землю вместе с семейством Ану. Кутхуми, Архангел Ариэль, Джавел Кхул, Архангел Михаэль, Серапис Бей, Архангел Солара, Иларион, Архангел Уриэль, Павел Венецианец, Архангел Габриэль, Леди Нада, Архангел Икаэл, Сен-Жермен, Архангел Зачиэль, Лорд Майтрея, Моисей, или Мельхиседек. Все они ложные белые боги, прибывшие на Землю вместе с семейством Ану. К их сожалению, они потерпели неудачу,
И Земля полностью взяла на себя руководство вознесением в новой манере, которая ранее никогда не была доступна.